Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гала Уралочка. Чтобы сделать прорезную аппликацию на жесткой ткани, нужна обтачка. Но что если фон аппликации легко обрабатываемая ткань? Тогда все гораздо проще. Я взяла кусок тонкого хлопка и перенесла на него контуры будущей аппликации. Вырезала внутренний участок, оставляя для припусков на швы примерно 8 мм. На выгнутых участках высекла треугольнички, а на вогнутых сделала надрезы. Наложила шаблон на подготовленный материал, зафиксировала на гладильной доске булавками и, аккуратно отгибая припуски на швы на шаблон, заутюжила. Как видите, если ткань податливая, то таким способом можно выполнить даже сложную форму аппликации. У меня нашелся кусок мебельного велюра из хлопка. На нем-то я и располагаю фоновую деталь. Осталось пришить тонкими нитками подходящего цвета. И отрезать лишние припуски. Когда проделано столько работы, бросать почти готовую аппликацию жалко, и я решила сшить подушку. Намечаю линии для стежки. И собираю сэндвич. Хлопок для подкладки, тонкий синтепон и верхнюю основную деталь подушки. Но в процессе работы я подумала, что получается скучно. Кусок мебельного хлопка и лен – то, что нужно. Я присовокупила всю эту красоту и простегала. Вот что у меня получилось.
Поскольку машинная строчка даже очень толстыми нитками потеряется в ворсинках велюра, я решила выделить прожилки на листе другим способом. Связала из пряжи цепочку крючком, чтобы затем пришить ее по размеченным линиям рисунка листа. Вот так лист монстеры выглядит в готовом виде. Прожилки и маленькие аппликации дырочек. Подушка будет застегиваться на молнию. Но прежде чем окончательно ее сшить, делаю кисточки. Шаблон из 3 слоев ватмана, 150 оборотов. Остается связать заготовку. Прячу концы обвязки. Шнур можно заплести, но я просто завязываю несколько узлов. После стачивания верхнего и нижнего шва подушки я обработала открытые срезы окантовкой.
Для более легкого ухода за подушкой я решила сшить наперник. Теперь чехол можно снимать и стирать. Вот такая подушка у меня получилась. Подробнее все операции по изготовлению обратной аппликации вы можете посмотреть в видео по ссылке. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые идеи.